Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 декабря. Вот в аккурат до конца года давайте узнаем, что скоро случится или произойдет, вообще что вас ждет или чего ждать. Давайте узнаем. И первое у нас 3 знака судьбы. Потоковая информация, которая будет связана с событиями вашей жизни. И давайте с вами узнаем, о чем нам важно услышать или нужно знать, принять во внимание. Как 3 знака судьбы, возможно, и сфера какая-то конкретная жизни, в которой вам приведется или доведется принимать важные решения. С чем будут связаны события по 31 декабря. Достанем 3 знака и узнаем, каковы же эти знаки судьбы. А я попутно хочу вас пригласить на свой сайт. Оставлю ссылку в описании под видео. Кармический декабрь. Это не просто статья, которых много у меня на сайте. Это конкретно, знаете, как кармическая задача. И суть не то, что будет до конца 2025. Это, знаете, как кармическая задача, которая будет важна на 2026 год. Пойдем с вами дальше. И так что же там скоро случится для вашего знака зодиака? Что произойдет? Чего ждать? Что будет скоро с 20 по 31? Что идет в вашу жизнь? Или на пороге каких же событий вы стоите? И неожиданности с 20 по 31 декабря. И пусть это будут приятные сюрпризы. И что вас радует? Что вас вдохновляет, мои дорогие? Или, может быть, это какое-то дело, которое вы сумеете решить. А может быть, и какой-то важный разговор, да, когда прояснится что-то. Посмотрим по основным сферам жизни. И первое – это у нас дела личные, семейные. Или даже если вы один или одна, какова палитра ваших взаимоотношений? Может быть, и суждено ли вот в это предпраздничное время и праздничное тоже – встретить свою судьбу или новое знакомство? Ну, давайте узнаем. Сфера финансов. Что ждет? Или чего ждать? И что ждать? Или что происходит в сфере ваших достижений? Итак, смотрим. Шестерка пентаклей. Вообще здорово. Но я должна сказать, что вот как раз самый конец осени и конец года. И на 26-й год, ну, вплоть до лета, Юпитер в вашем знаке зодиака, он-то в вашем знаке с лета 25-го, но там были сложные планетарные транзиты, когда не давали душе разгуляться. Наоборот, может быть, вот летом, начало осени до середины еще где-то была какая-то многозадачность или наоборот, даже были сложности. Ну вот, видимо, Юпитер в вашем знаке зодиака сейчас будет по максимуму. Какие-то подарки, я на это искренне надеюсь, потому что, ну, по крайней мере, так считается планетарно, да, астрологически. Вот шестерка пентаклей, мы ее часто трактуем как помощь высших сил или его величество случай, когда у нас или нужные двери открываются, или мы встречаем нужного человека, или пусть это выражается, знаете, когда кто-то в ваш адрес проявляет больше эмпатии, именно искренности какой-то. Конечно, эта карта еще одновременно финансового успеха, и поэтому денежная ситуация, которая либо выравнивается, либо вы получаете, может быть, какую-то сумму денег, на которую вы не рассчитывали, может быть и так, какой-то бонус, или как у кого-то, может быть, на месте вашей службы, работы, там какие-то подарки или премиальные, да, вот может быть такое, к празднику или за хорошую работу. Ну вот что-то такое оно может быть. Но помимо всего прочего, если у вас действительно какая-то финансовая ситуация сложная, то есть возможности выйти из нее или как-то выкрутиться, найти нужных людей, которые вам окажут содействие в плане финансов. Или по этой карте мы встречаем людей, которые нам, в принципе, чем-то могут помочь, как будто судьбоносная встреча. Это не обязательно, и я бы даже более сказала, это не совсем про личную жизнь. Потому что пентакли – это для вашего благополучия что-то очень важное. Или пусть это будет даже человек. Но, смотрите, это ведь карта, она, как и любая карта Таро, имеет
разные варианты значений. И эта карта, она работает как бы в одном направлении. Когда вы кумулируете, накапливаете, вы берете, но вы не отдаете. Помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Я часто об этом говорю по шестерке пентаклей. И значит, где-то можем как знак судьбы рассматривать. Не прикупите-ка вы что-нибудь, мои дорогие, эдакое, что в принципе-то вот оно и не надо, и не важно. Или мы потешить себя захотели, или из благородных побуждений. Вот это очень соответствует вам. Сделать кому-то хороший подарок. Или посмотреть, как ваш любимый человек, например, или тот человек, который для вас важен, дорог, когда вот он радуется, да, от полученного подарка. Это тоже, вот вы как раз способны на эту радость. Если кто-то не способен, то вы наполнены эмпатией. Вот вы можете, но даже через такие благородные мотивы мы можем как будто уйти в ноль по части финансов, понимаете? Поэтому будьте внимательны с тратами. Ну, уже я не говорю какие-то кредиты или, может быть, там спонтанные решения до конца, да, вплотную 2025 года. Вот здесь все-таки вам и пространство, вселенная, судьба, карма помогает, это точно. Но и от вас каких-то ответных действий это тоже ждет. То есть помните, что вы сейчас как бы или все ваши действия, помыслы, замыслы, они должны быть направлены на самосохранение. Второй знак судьбы. Ну, может быть, конечно, это персональная карта двора, королева свечей. У кого-то есть конкретный человек, персона, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец. Или там имеет асцендент. И неважно, что это, личная жизнь, у кого-то работа. Может быть, и в принципе это как какой-то человек, персона, может быть, друг, подруга, сосед, да кто угодно. Но что отличает королеву свечей? Да, это те люди, которые проходят тоже или уже имеют такой багаж за своей спиной, когда, ну, сложный опыт путей разных, может быть, проб и ошибок. В итоге вот этот опыт научил человека уметь хранить тайны свои и чужие. Но вы никогда не узнаете о замыслах этого человека, потому что он их хранит в тайне именно. И даже при всей своей эмпатии мы можем где-то просчитаться или где-то не понять этого человека. То есть нас привлекают эти люди. Это где-то противоположность в чем-то с вами срабатывает. И по части именно, ну, такого, знаете, желания, магнетизма эти люди обладают этим. Но вот именно умение правильно работать с информацией, первое, и правильно распоряжаться деньгами. И я тогда могу сказать, что это и для вас мы можем расценивать эту карту как знак судьбы. Умей правильно как бы найти достоверную информацию. К примеру, вы слышите многое, но, видимо, такой период у вас до конца года по 31 декабря, когда эту информацию нужно перепроверять. Может быть, это и касается конкретных людей, я этого тоже не исключаю. И опять же, вторая часть вот этой карты нам как бы, или вот из этих двух значений нам говорит: будь внимателен к финансам. Правильное распоряжение финансами, ну или пусть это будет даже ваше время, ваша ресурсность, ваш профессионализм. Ну, значит, тогда не работа в пустоту или ради эмпатии, любопытства. Нет, вас все равно обе карты как-то так концентрируют на финансовом благополучие, мои дорогие, понимаете? Вот есть какой-то, видимо, мотив, потому что ведь по королеве свечей у нас, знаете, как, ну, как сродни инсайта, или вдруг вот этот самый импульс, это желание, да, желание обладать вещью, желание обладать человеком, желание что-то получить. Но тут нужно подумать, тут нужно очень что-то, знаете, может быть, даже какие-то узкие ходы продумать и минимизировать всяческие риски. И не обязательно, что это будет девушка, женщина, поскольку у нас королева, а может быть, это и мужчина, но вот он где-то в таких энергиях. Третий знак судьбы – колесо фортуны. Все-таки это вы, словно какая-то реинкарнация у вас должна произойти, когда вы себе и не навредите, когда свой импульс собственных желаний вы сохраняете. Но вот эта расчетливость в данном случае, шестерка пентаклей говорит о том, что, может быть, и создается, или вы сами где-то создаете
вот это ресурсное время. И одновременно фортуна вам в помощь. Ведь всегда, когда эта карта выпадает, фортуна на вашей стороне. И это не длится вечно. Когда карта колесо фортуны выпадает, это, знаете, вот как это колесо. Колесо – это всегда символ цикличности. Но мы знаем, что оно как будто идет наверх, да, потом замирает на какое-то мгновение высшей точке, а потом будет снижение. Вот и карта говорит: не потеряй времени даром. Или пользуйся этим моментом, но сумей рассмотреть на пару шагов вперед, потому что какую-то победу. Ведь всегда, когда 6 выпадает, это своего рода победа. Ну вот тут вот финансовая победа. Но это не говорят о том, что нам ну, будет, опять же, длиться вечно. Нам нужно эту победу сохранять. Вот поэтому уже третья карта, которая может вас отправлять или делать акцент именно на каких-то ваших ресурсах, как и финансовых, так и куда вы направляете силы, время, ваши знания, чем вы занимаетесь. Вот как-то очень вам нужно красиво этот сюжет построить и очень правильно. Ну, фортуна, по крайней мере, с 20 по 31 точно на вашей стороне. Что случится, что произойдет. Ну, снова нам о деньгах. Тем не менее, хоть и девятка кубков кажется, ну, кубки, мы привыкли считать, что кубки значит эмоции. Некоторые трактуют любовь. Ну, нет, тут совсем не про любовь. Я часто говорю, что это карта эгоиста. Почему? Вот даже если вы все проанализируете колоды, практически, ну, особенно классические, которые уже такие много раз повторяющиеся, но, в принципе, сюжет одинаковый. Чаще всего это тот человек, который именно один показан. Есть колоды, где семья, да, я не утверждаю. Но, тем не менее, основная эта тенденция идет от того, что вы чем-то довольны, понимаете? И здесь двояко. С одной стороны, финансовый эквивалент, финансовое благополучие. С другой стороны, а мне никто не нужен. Ведь если опять же классические колоды мы берем, чаще всего человек среди какого-то убранства такого богатого, да и сам он чаще изображен в таких дорогих одеждах. То есть, в принципе, карта демонстрирует, что финансовый успех, он присутствует, а фон обычно темный. И как будто сам по себе немножко человек. То есть есть такие энергии, почему я так подробно остановилась. Кто-то будет из вас, может быть, именно сейчас, ваша судьба, она вас подводит к каким-то важным решениям по части вашего окружения. И с одной стороны, ведь не скажешь, что это плохо, правда? Может быть, наступает время для кого-то из вас сделать переоценку ценностей, ну и в том числе тех ценностей, которые вам транслируют люди, и что за ними стоит на самом деле. Это не совсем слова, это карта материализма, как я уже сказала, поэтому вот здесь вам нужно, ну, как-то больше вопросы материального плана. Не то, что нам обещают, вот так вот еще зыбко и непонятно, а то, что как-то это выражается в том эквиваленте, который мы можем осязать. И по девятке кубков вот что случится или произойдет. Но ведь и правда, по финансам у вас как какой-то либо прорыв, либо, вот как я сказала, получение денег. Или решение какого-то важного вопроса, который, может быть, тоже основан на деньгах. Ну, явно, мои дорогие, у вас какая-то радость будет до 31 декабря. И тут у каждого как-то по-своему, но, видимо, отдохнуть. И здесь нужно себя поставить на первое место. Или ваши замыслы, цели, желания. Ну, все-таки все карты об этом. Ведь это тоже, в общем-то, королева свечей. Это человек с ярко выраженной индивидуальностью. А вы люди очень добрые. Вы о себе можете забыть. Вы скорее всем поможете, чтобы всем было хорошо. Чтобы все вокруг вас себя чувствовали как-то, знаете, очень тепло, уютно, вот так вот душевно. Но вот именно ваше это состояние души, видимо, сейчас никак нельзя забыть, потому что какое-то ваше заветное желание как будто стоит на кону, да, неожиданности. Ну, вот карта жрицы, она и говорит, это ведь та, которая умеет хранить молчание. Это та, которая умеет предвидеть, причем на далекую перспективу. Но все начинается с молчания.
Если мы пару слов о символике карт или откуда, в принципе, пошла эта карта, мы ее сегодня называем Верховная Жрица, а прежде это была Ля Папесса. Не останавливаясь подробно на этом историческом факте, который имеет место быть, и он всячески популяризирован, и книги, и фильмы, и все на свете, но поверьте, я всегда добавляю, истина, она где-то рядом, по крайней мере, ту информацию, точнее, которую я нашла по этому вопросу, меня она вдохновила значительно больше, чем все книги, все фильмы, поверьте, потому что, ну, вот все, знаете, вот как истина действительно где-то рядом, и что-то просто скрывается, да, или, может быть, утаивается во благо. Я к чему? Мы помним, что знаем такой факт, что пусть недолгий период, но много веков тому назад в лоне католической церкви стоял не папа, а была папесса, женщина. Да, она скрывала, вот я говорю, молчание, да, она скрывала то, что она женщина под мужским платьем. Ей это не помешало добиться вот таких значимых высот. И умение хранить молчание, предвидеть, конечно, это как мощная интуиция, которой вы обладаете, опять же. Вот вам дает возможность правильно сориентироваться в дне сегодняшнем и что-то себе сохранить на будущее. Здесь какая-то тайна может открыться для вас. Это мы смотрим неожиданности. Конечно, тут могут прийти неожиданные новости. Это старший аркан. А раз старший аркан, это всегда либо воздействие третьих лиц или третьих каких-то обстоятельств, или, может быть, события неожиданные, да, но это не то, что вы инициировали, а это именно или кто-то, или это что-то. То есть вы явно тут как и какую-то тайну можете узнать, может быть, и пазл у вас какой-то сложится, может быть, это банально, кто-то проболтался, я ведь это тоже допускаю, поэтому будем реалистами. Но здесь может быть и у кого-то что-то более значимое, и по этой карте хоть мы узнаем тайну, а мы ее никому не рассказываем. Вот смотрите, нас снова немножко отправляют к королеве свечей. Э, Это та, которая умеет хранить тайны свои и чужие. Поэтому, может быть, это ваша сила как раз будет в том, до 31-го, да? Когда хоть и тайна открылась какая-то, или вы понимаете, но вы этой тайной тоже ни с кем не делитесь. Опять же, нужно что-то сохранять. Вот, видимо, ваша сильная позиция от этого будет зависеть. Что вас радует? А вы знаете, как будто сходит на нет какая-то конфронтация или, может быть, конфликт. Может быть, это даже не то, что тут мы все разные, да? Я допускаю, что кто-то может прийти просить прощения, к примеру, да? Но я больше вижу так. Вам как будто это не важно. Вот если прежде вы чего-то хотели, то тут вы сами можете что-то передумать. И если прежде цепляли отношения конкретного человека, может быть, это и на работе, может быть, это и сосед или соседка, или это родственники. Есть же в нашей жизни люди, которых мы не можем исключить. Коллеги, соседи, родственники, далекие родственники. То есть, ну, хотим или нет, они в нашей жизни остаются. И вот, может быть, раньше вас что-то цепляло эмоционально. Вы, может быть, даже пытались что-то кому-то доказать или объяснить, быть правильно понятыми. А теперь вы так можете подумать и сказать, да мне вообще все равно, думай ты там, что хочешь. Правда? Именно что вас радует, и выпадает пятерка мечей. Карта конфликта, карта первой победы. Может быть, это даже чья-то нечестность, кстати, да, вот со всем, что я говорила. Правда откроется о том человеке, который по части вас поступил как-то очень некрасиво. Но, видимо, вы уже такой кармический урок прошли. Вы уже этим все равно переболели. Но вас это отпускает. Хотя кто-то, может быть, я допускаю. Пусть не для всех, конечно, мы все разные, но кто-то может прийти, ну или попытаться мириться. Такое тоже могу предположить. Итак, сфера личной жизни. Ну, может быть, это у кого-то что-то по личной жизни, потому что по восьмерке жезлов внезапное сообщение, внезапная бумага. Может быть, это и документ, может быть, и это какое-то приглашение. И не обязательно это будет касаться любовного союза. А может быть, мои дорогие, это приглашение куда-то, ну, как на вечеринку, какой-то корпоратив, приглашение в какой-то общности людской побывать. Обязательно не отказывайтесь, потому что по этой карте в некоторых колодах это идет трансформация и прогресс, мои дорогие. Поэтому
Не заскучать в уголке — это будет для вас очень положительным моментом, как знаком судьбы, считайте. Мы ведь не знаем, через что, через кого, каким образом нам колесо фортуны дает новые возможности. И по восьмерке жезлов это как раз возможность. Причем такая, знаете, скоростная. Может быть, как я говорила, это как известие, звонок, да? Или вы сами с чем-то определяетесь. Вот услышали новость. Так в жизни тоже бывает. Мы слышим какую-то информацию, потому что мы словно оказались в нужное время в нужном месте. И мы понимаем дальше, как нам нужно действовать. Вот здесь вам и в таком варианте тоже может помочь фортуна. Поэтому будьте внимательны, потому что ведь тут на кону может что-то важное стоять. Кстати, жезлы, дела, работа, бизнес, документы и откуда к вам приходят деньги. Ну, выпадает на личную жизнь. Но иногда личная жизнь – это вопросы дома, недвижимости или ваше личное творчество. И это тоже будет где-то вот увязываться с тем, что вы хотите создать. Но вполне вероятно, это какой-то прогресс. Или, может быть, знаете, вы много уже приложили, если вы занимаетесь вот именно, ну, как личное творчество, личное дело, может быть, у кого-то и бизнес, может быть, первые какие-то попытки. И что-то у вас, знаете, вот все время стопорилось, ну, не было вот этого самого продвижения. Вот тут будет. Будет, правда? И вас это не то что обрадует, а тут явно тут будет какой-то и материальный эквивалент. Но параллельно с этим вы можете, к примеру, узнать ту тайну, почему же была какая-то такая вот ситуация, которая вас как держала вот в этих кандалах заперти. Вот что-то подобное вы тоже можете узнать. Но тут тогда нужно действовать быстро. Эта карта говорит, или где-то она даже и приглашает, и советует, сама по себе карта. Не упусти время. Вот мы о времени тоже с вами говорили. Потому что сегодня возможность есть, а завтра ее может не быть. Как будто энергии в пространстве меняются, понимаете, да? И финансы, ну вот все сохраняем. Я уже не останавливаюсь подробно, но понятно, мы не должны сидеть как будто в заперти. И хоть и выглядит так немножко мрачновато, да, но все-таки, знаете, карта говорит, что есть то, что вам необходимо сохранять. Словно так весом придавить и все контролировать. Но не зациклиться на этом. Это тоже важно. Тут нам как будто кот даже смотрит в окно, как будто спрашивает вот так вот, да, ну когда ж мы пойдем гулять? Поэтому, видимо, вам точно в заперти сидеть нельзя. Вам нужно как-то, понимаете, добавьте огня и солнца как будто в вашу жизнь. Настоятельно колесо фортуны вам советую, то есть чтобы, знаете, вот эта фортуна, она быстрее пришла в вашу жизнь, нужно выйти судьбе навстречу. Но к финансам быть внимательными. Одно другому не мешает. И вот все, что касается ваших достижений, работы, заботы о чем-то, о ком-то, о работе самой по себе, да, или каком-то процессе трудовом, может быть, да, или какой-то усталости. Вот всегда ведь эта карта говорит, что основная причина, если что-то стопорится, это и ваша усталость тоже, потому что, как китайская поговорка древняя гласит, уставшие люди делают ошибки. А почему? А потому что мы как вот белка в колесе, да? Вот представьте, она бегает, и колесо вращается. Попробуй ты там остановись. Вот мы впряглись во что-то, и вот мы бегаем. Мы уже вроде как в этот ритм вписались, будем говорить, и в эту скорость нам кажется, что да нормально все, а на самом деле мы чего-то более важного не видим. И поэтому карта всегда, а особенно в преддверии новогодних, рождественских, мои дорогие, праздников, всегда говорит: ты скинь вот какие-то ненужные для тебя дела, находи место отдыхать, находи время, чтобы уделить внимание самому себе, самой себе, чем-то себя побаловать, порадовать. Но вот именно себя, я отнюдь не имею в виду какие-то тут глобальные траты. Тут самое главное для вас сейчас отдых. Может быть, когда мы даже уже света белого не видим, и, кстати, можем что-нибудь такое прикупить. Мы ведь хотим себя, правда, порадовать? И мы где-то так устроен человек, что мы подменяем необходимость в отдыхе, принимая радость от покупки, откуда вот
зависимость от шопинга начинается, вот это где-то очень из того направления. Ну, разные, конечно, причины, но тем не менее мы хотим положительных эмоций. А что происходит? Мы это покупаем, приобретаем, куда-то кладем и понимаем, что это был короткий момент. Он закончился, а нам это либо не нужно, либо не приносит тех эмоций, на которые мы рассчитывали. Поэтому уставшие люди это точно делают ошибки, к чему или к какой сфере мы бы тут это не применили. Но есть ли есть в вашей жизни какие-то дела, которые, ну вот нужно действительно завершить, ведь это десятка жезлов, это есть уже какой-то итог, то тогда карта говорит, что сил у вас хватит. Но в преддверии рождественских праздников и Нового года тут сейчас время не о достижениях. И я вам должна сказать, сам по себе декабрь месяц, вот правда, прочитайте мою статью, тут нечто более важное. Но если мы говорим о планетарных транзитах, как это влияет в декабре на нас, где-то в районе 10-12 плюс-минус пару дней, мои дорогие. Но именно 12, это может быть и 13, и 14 где-то, может быть до этого периода пару-тройку дней. Когда то, что мы как инициировали прежде, нам может показаться, что встало на какую-то паузу. Но поверьте, тут не стоит на это реагировать, потому что тут могут произойти с кем-то метаморфозы, когда 21 декабря уже мы услышим какой-то итоговый вердикт или получим какой-то документ. Может быть, это будет как через какое-то сообщение. Ну, не для всех, но для кого-то именно вот эта дистанция может проиграться. Однако уже где-то в районе 28 декабря снова может быть такая вот пауза классическая. Но согласитесь, в преддверии Нового года, Рождества у нас всегда вторая половина декабря она как бы на паузе, и это неудивительно. Поэтому, ну, не время тут, понимаете, что-то начинать новое. Вот в конечном итоге мы смотрим на достижения. Тут завершать десятка жезлов, да, приводить в порядок и мысли, и чувства, и себя, разбираться с тем, что вы имеете, а тут вам как будто судьба, все то, что вы наработали, заработали, или вот как, знаете, ваши заслуги, вот вам дают возможность этим, как минимум, вдохновиться, насладиться, остаться довольным. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной, читайте мои публикации, я оставлю ссылки, все ссылки в описании под видео, а также можете перейти на телеграм-канал, который я создала, и теперь я там публикую разный контент с 3 каналов YouTube и также новые выпуски, новые статьи на моем сайте. Кому интересно, подписывайтесь, я вам буду очень рада. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда. С Новым годом вас, мои дорогие! Пусть сбываются все ваши мечты, маленькие и большие.